IC Genius. Друзья, всех приветствую, с вами IC Genius, и сегодня в обзоре поговорим о новых динамических наушниках от компании Dynu. Приходят они в небольшой красной коробке с логотипом компании и названием этой модели Titan S2. И, наверное, как вы уже догадались, это обновление оригинальных Titan S, которые вышли пару лет назад. Ну а сзади тут указаны технические характеристики. За звук в наушниках здесь отвечает новый обновленный динамический драйвер. Чувствительность составляет 107 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. И на раскачку они легкие, за это можете даже не переживать. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Отличный вместительный фирменный кейс. Хороший кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Здесь вам и балансный 4.4, но можно поставить обычный 3.5 для тех, кому это необходимо. Вот таким образом, это довольно хорошая система от Dynu, которая называется Q-Log Mini. И вот две карточки с инструкцией по ней и сертификат качества. А вот за такой огромный комплект всех фирменных амбушюр от Dynu прям огромный респект. Тут вам и цветные Dynu Candy, и очень удобные Dynu Stage Studio, и два более стандартных варианта. Такие, кстати, в первой версии Titan S тоже были. И вот так выглядят наушники Dynu Titan S2 с новым, более современным и цепляющим взгляд оформлением и полностью металлическим корпусом с логотипом Dynu здесь на обоих наушниках. Ну а небольшая красная вставочка неплохо украшает лицевую панель. Хотя было бы круто, если бы она еще несла какую-то для нас полезную функцию. Или, например, ее можно было заменить, выбрав другой цвет. Ну а что, идея-то неплохая, вдруг кому-то красный, например, не нравится. А здесь расположен стандартный разъем 2 пин и находится маркировка канала правый и левый. И чуть ниже можно увидеть первое компенсационное отверстие и второе, которое расположено уже чуть ближе к звуководу с сеточкой. И думаю, что звуковод все-таки можно было сделать чуть подлиннее и пошире, тогда было бы вообще отлично. Ну, хотя бы бортик для лучшей фиксации амбушюр здесь оставили, и ладно. Ну а так, в целом, наушники получились небольшие, как и первая версия. Менять форму тут как-то не стали и пошли уже по проверенному пути. И это хорошо, так как сидят наушники в ушах отлично, да и со звукоизоляцией здесь все хорошо при использовании любых комплектных амбушюр. А их тут нам на любой вкус и цвет положили, поэтому, думаю, каждый подберет что-то подходящее для себя без каких-либо проблем. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников Dynu Titan S2. И начнем с их тюнинга, который здесь представлен в лице нейтральности и теплой тональности. Эти наушники совершенно не уходят в яркую сторону. Имеют усиление низких частот на 6 дБ, ровную серединку, небольшой знакомый нам акцент на верхней середине, который почти ровно идет в паритете с басом. Поэтому он не забирает на себя очень много внимания, лишь аккуратно подчеркивает разборчивость вокальной части, атаки и вес ударных барабанов. А вот высокие частоты тут имеют нормальное расширение и протяженность, как для динамических наушников, с небольшой ямкой на 11 кГц и плавным затуханием после 16 кГц. Но давайте обо всем по порядку. Низкие частоты тут хорошо сбалансированы, их тут наконец-то стало больше, чем было в оригинальных Titan S, поэтому наушники теперь не такие легковесные, но по-прежнему подаются тут басы очень аккуратно, совершенно не тянут на себя одеяло, поэтому эти наушники по-прежнему точно не для басхедов, а уже для тех ребят, кто привык к таким менее басовитым наушникам, где есть просто хорошее качество воспроизведения текстуры, отличная слышимость сатурации и дисторшена у гитар с неплохой ударностью мидбаса и глубиной саббасовых нот, что будет важно для более тяжелых и электронных жанров. Бас тут довольно быстрый и с очень плавным затуханием.
А вот средние частоты тут подаются очень тепло, совершенно неутомительно и не ярко, без какого-либо кривого странного тембра, с неплохим количеством воздуха и прозрачности, довольно хорошей прорисовкой планов и образов в пространстве, за счет чего все инструменты хорошо различаются и локализуются, и очень выверенно и четко прослушиваются отдельно. И на выходе мы тут имеем очень четкую и разборчивую, крайне локализованную картину, без зажатости стереообразов или их размытия, да и по атакам и переходным процессам все очень даже бодро. Наушники довольно резвые и хлесткие, точно получились не скучными и сухими по подаче. Есть тут сохраненная энергия, которая точно хорошо дает нам этот некий энергетический буст и бодрость при прослушивании, чтобы вам, условно говоря, через 5 минут не захотелось взять их и выключить, а просто наоборот вы бы сильнее погрузились в вашу музыкальную библиотеку и насладились заметным эффектом присутствия. Ну а вот высокие частоты тут имеют баланс между хорошей добротной музыкальностью без излишней расслабленности и при этом отличную сохраненную показательную технику и аналитику. Поэтому эти наушники я могу посоветовать вам как для чего-то легкого по типу джаза и классики, так и более тяжелые экспериментальные жанры можно послушать без проблем. Хотя чисто на свой вкус я бы хотел получить чуть побольше прозрачности и воздуха здесь, например, на уровне гибридов слива SL41 из предыдущего обзора. Там, конечно, есть вот эта суперхирургическая точность и разборчивость каждого звука. Здесь же ситуация будет поскромнее. Но оно и понятное дело, все-таки это чисто динамические наушники со своими особенностями. Но в рамках своих возможностей и бюджета они отрабатывают этот диапазон хорошо, но просто без каких-либо поставленных рекордов. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. Duno Titan S2 это хорошие бюджетные наушники с довольно нейтральной и теплой звуковой подписью. На мой взгляд, здесь просто соблюден баланс между небольшой и плавной музыкальностью и довольно хорошим раскрытием с технической и аналитической части. Подача тут сбалансированная, неутомительная, поэтому они должны точно зайти большинству слушателей. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, пишите ваши комментарии. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр.